Всем привет. Пришел инсайт во время бега. Не могу это не записать. Хотя надо бежать дальше. Но я понимаю, что я забуду потом. Так вот, пока бежал, я думала о том, что нам мешает концентрировать свое внимание, например, на достижении своих целей. Изначально мы как бы, когда спускаемся из Бога, концентрируем свое внимание в теле, то есть это точка концентрации. То есть наше тело – это точка концентрации нашего сознания. И вот, когда получается, что, но концентрируясь на этой точке концентрации в своем теле, да, когда вы начнете там медитировать или, может, медитируете уже, вы поймете, что внутри есть только пустота. Да, внутри можно еще познавать другие миры, но относительно внешнего мира вы будете ощущать спокойствие и пустоту. Так вот, что случается, когда мы срываем свои цели, например? То есть нас что-то зажгло, замотивировали другие люди. Мы поставили себе цель, начали ее достигать. Но где-то на середине пути мы такие, вот я бегу, я смотрю на свой пульс, понимаю, что где-то 154 удара в минуту. Это, как бы средний показатель, его лучше не преувеличивать. Лучше, чтобы, когда 160, я стараюсь замедляться. 170 стараюсь вообще идти пешком. Вот, то есть я обратила внимание на свой пульс. И я такая, и тело автоматически остановилось, как будто почувствовала, что дальше бежать не надо. И я поймала себя на том моменте, что, то есть вот это то, что я обратила внимание на свой пульс и не заметила ничего в теле, то есть была какая-то легкость. Но так как мое внимание не было сконцентрировано на том, что надо бежать дальше, мое тело остановилось. И вот, получается, в жизни также нас что-то замотивировало, мы поставили цель, начали к ней идти. Мы идем. И в какой-то момент, по непонятным причинам, мы забрасываем это дело, не продолжаем. То есть, и, на мой взгляд, что мне пришло? То есть, мы бросаем в той точке, когда нам становится легко. То есть, нам становится легко, и у нас как бы теряется смысл. То есть, до тех пор, пока нам тяжело что-то делать, чего-то достигать, у нас включено такое преодоление. То есть, нам нужно преодолеть этот барьер. И до тех пор, пока мы его не преодолеем, мы как бы не останавливаемся. Так вот, когда это преодоление происходит, и дальше наступает такая спокойная стадия, вот, спокойствие такое, нам легко стало делать, то есть мы продолжаем делать, но нам легко. И у нас в этот момент теряется смысл. И наше внимание как бы, что-то, зачем я это делаю, и пошло внимание гулять дальше. То есть, когда нет концентрации на том, что ты делаешь, внимание пошло гулять дальше. И вот я себя остановила, когда у меня пульс 154, но я понимаю, что это нормально, и мне нужно, как бы я в моменте себя поймала на том, что, почему я остановилась? Потому что я не почувствовала, что мне тяжело, мне показалось легко, и вроде как будто бы потерялся смысл преодоления, что ли. Но я забыла о том, что есть какая-то цель, да, что я вышла бегать вообще-то, что мне надо пробежать, да, я там собиралась хотя бы полчаса побегать. Вот. Конечно, после большого перерыва можно не полчаса, а 20 минут. Вот. Факт в том, что когда у нас нету концентрации на цели, у нас рассеивается это.
И мы можем, вот за собой я заметила, мы можем бросать то, что мы начали, мы преодолели какой-то определенную, то есть мы какой-то путь в этом направлении прошли, какие-то знания узнали, какие-то действия даже начали делать. Но так как концентрации внимания на этой цели нет, внимание начинает дальше гулять. Вот. Для этого, кстати, поэтому так популярна мотивация, потому что когда вот эта концентрация внимания нет, тебе нужен мотиватор, кто тебя будет подгонять внешне как бы. А на самом деле нужно научиться концентрировать свое внимание самому внутри. Ты концентрируешь внимание, тогда ты продолжаешь как бы двигаться. А если не концентрируешь, то ты останавливаешься. Вот такой вот инсайт мне пришел во время бега. Так, продолжаю я дальше бежать. Я, конечно же, мысль не довыразила, потому что у меня эта картинка сложилась как бы в глобальном понимании, потому что наверху, в Боге, мы все рассеяны, у нас нет там концентрации внимания. А здесь мы все сконцентрированы в своем теле, и как бы поэтому мы здесь живем. И получается, нам, если мы своим сознанием, ну, из-за того, что мы рождаемся, у нас все обнуляется, память, как бы, вообще сознание, конечно, может быть, помнит. Я не знаю, я еще, наверное, до этого уровня не доросла, но если у вас в прошлых жизнях у сознания, да, было наработан вот этот навык, поэтому вы можете там что-то вспомнить и иметь какие-то способности, которые там, поэтому там вот эти вот монахи, они там реинкарнируют, да, и то есть их там тех же самых лам ищут, их сознание ищут в новых там детях, потому что вот этот навык концентрации сознания, он позволяет тебе собрать себя заново. То есть, когда нету вот этой концентрации сознания, то ты рассеянный. И как бы для чего вот этот навык нужно уметь, да? Для того, чтобы, например, когда ты окажешься наверху, а может быть ты больше не хочешь сюда воплощаться, это происходит автоматически, если ты не помнишь, вот, то этот навык нужен, чтобы уметь не только сконцентрировать внимание, но и расконцентрировать. То есть как сжать, так и разжать, вот как мы дышим. Нужно уметь не только вдыхать, но и выдыхать. Не только выдыхать, но и вдыхать. То есть вот эти навык сознания, концентрации, он обязательный, он по умолчанию. И именно он развивает наш дух, что ли, да, ну, само сознание, саму духовную сущность развивает в нас. Вот, на этом я закончу. Бежать дальше. Всем пока. После месяца перерыва, конечно, тяжело бегать. Непривычно. Но мышцы соскучились уже, поэтому и ноги тянут меня вперед. А все остальное еще не успевает. Дыхалку надо тренировать. Вот. Хотите узнать, почему я начинаю, бросаю, потом опять начинаю, потом опять бросаю, потом опять начинаю, потом опять бросаю? Почему вообще существуют такие циклы? Подписывайтесь на мой канал. Запускаю телеграм-канал. Не знаю пока, будет он упакован или нет. Или будут вот такие простые там видео, посты с моими мыслями. Потому что я вас ни к чему не призываю. Я за свободу духа, свободу вашего выбора. Конечно, в жару лес не такой комфортный. И тут много комаров и мух. Наверное, скоро слепни будут. Вот. Даже утром здесь не прохладно.